Поговорим про кредитное рабство. Наверное, нужно дополнить словосочетание «кредитное рабство» словом «добровольное кредитное рабство». В период своей жизни в Петербурге я видел на улице вывески каких-то микрофинансовых организаций, выдающих так называемые микрокредиты. И ради интереса я решил посмотреть в интернете, какие проценты они берут с заемщиков. Я был, мягко говоря, удивлен, когда увидел проценты у одной из таких организаций. Процент был равен 4%, но не в год, не в месяц и не в неделю, а в день. Мне просто интересно, люди, которые берут в этих организациях деньги под такие проценты, вообще смотрят на условия договора или нет? Или им пофигу? Или они просто сумасшедшие? Или им пофигу по причине того, что они сумасшедшие? Чем руководствуются эти люди? Неужели они с такой легкостью берут деньги, зная, что им нужно будет выплачивать 4% от взятой суммы в день? Люди не думают о будущем. В каком-то смысле общественной системе выгодно, чтобы большинство людей было бы неучами в вопросах финансовой грамотности, чтобы они не могли бы ни сохранять, ни тем более приумножать свои средства, так как человек, загнанный в финансовую ловушку, согласится на условия системы только ради сохранения хоть каких-то благ. Но зачастую человек просто не понимает, насколько переплетены и тем самым взаимосвязаны все элементы его жизни, что неправильное понимание своих мотивов в одной из сфер своей жизни приводит к ухудшению состояния в другой сфере. Зачастую люди ведут себя так, будто бы, например, вступление в так называемый брак никак не связано с финансами, хотя сам брак уже подразумевает главенство этих самых финансов. Допустим, человек, руководствуясь своим репродуктивным инстинктом, женится, не задумываясь о последствиях такого действия. Он воспринимает женитьбу как нечто естественное, ведь социальная среда внедрила в него убеждение о том, что это абсолютно естественно и нормально. Допустим, когда я иду по улице и смотрю на выражение лиц большинства женщин, мне не встречается ни одной женщины, глядя на выражение лица, которой мне бы хотелось с ней не то что вступать в какие-то длительные отношения, но даже кратковременно контактировать с ней. Но некоторые ведутся на то, что общественная система преподносит им как некую норму. В итоге они оказываются без всего и потом еще оказываются вынужденными брать кредиты и прочие ипотеки в банках. Хотя, если вам так нравится жить, то живите. Я не собираюсь никого ни в чем переубеждать. Меня больше всего удивляет то, что многие воспринимают такую жизнь как некую норму, как будто бы они не знают о том, что в России очередной дефолт не является отклонением от нормы, а является абсолютной нормой. Причем дефолт случается каждые 10 лет. Но они, видимо, не знают об этом. Либо не понимают что-то такое и что с этим делать. Да? Человек, который понял. Человек, который честен с самим собой, тот понимает. Человек, который понял. Человек, который честен с самим собой, тот понимает, что общественная система как таковая не дает никогда выгодных условий при взаимодействии с ней. Никто не оправдает ваши заблуждения относительно вашего понимания общественных процессов. Но в большинстве случаев человек предпочитает смотреть на реальность сквозь экран забвения. И никто не заинтересован
заинтересован в благополучии человека, кроме него самого. Так как любые отношения, а отношениями я считаю те, где больше одного человека, это переплетение интересов, где не существует только вашего интереса или интереса того, с кем у вас отношения. Следовательно, такая система отношений существует до тех пор, пока эти потребности удовлетворяются в их переплетении. Потребности всех людей имеется в виду. Конечно же, есть отношения с самим собой, но отличие таких отношений от любых других заключается в том, что ты остаешься с собой всегда, а все остальное временно. Все остальное тленно. Люди, которые тебя окружают, рано или поздно умрут. Любая система отношений с другими людьми сломается. Ну, ты останешься с собой навсегда. Никто не заинтересован в своем благополучии. В твоем благополучии больше, чем ты сам. Потому как только ты сам знаешь свои потребности. Находящийся рядом не может понимать твои потребности, так как он это не есть ты. Отношения существуют лишь за счет временного сочетания их, но не потому, что люди, что называется, любят друг друга. Так или иначе, человек должен понимать, для чего он вступает в какую-либо систему отношений, будь то межполовые, дружеские и так далее. Потому как я уже и говорил, система отношений как таковая не дает ему преимуществ, так как он служит этой системе, независимо от того, кем он себя в ней идентифицирует. Например, я не готов предавать себя независимо от того, какие выгоды мне бы сулили те или иные отношения с кем-либо.